Господа, и снова здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре Peugeot 508 2012 года. Под капотом расположен двигатель мощностью 204 лошадиные силы и объемом 2,2 литра. Агрегатируется он вместе только с автоматической коробкой передач Aisin, шестиступенчатая, с функцией Tiptronic, то есть можно переключать передачи. Что могу рассказать про машину? Вообще, это сочетание действительно надежного Peugeot, как ни странно, потому что репутация коробок AL4 и двигателей EP6 испортила и эту репутацию достаточно сильно. Но под капотом этой машины расположен дизельный двигатель, который разработан непосредственно компанией Peugeot и является, в принципе, достаточно надежным агрегатом. Плюс он агрегатируется с шестиступенчатой коробкой передач. Данная коробка передач разработана компанией Aisin Warner специально для сочетания с этим двигателем, но также именно это встречается на многих других машинах, например, на Volvo, насколько я помню, на Range Rover, и на чем-то еще, по-моему, на Ягуаре, но я могу ошибаться, честно, не узнавал этот момент. К сожалению, именно на этой коробке, именно на этом автомобиле ужасно продумана система охлаждения коробки передач, из-за чего очень многие владельцы сталкиваются с такими вещами, как пинки при переключении с реверса на драйв и удары при стоянии в пробке в тот момент, когда ты переходишь с автонейтрали непосредственно на первую передачу. То есть у тебя включен постоянно селектор на первую передачу, ты останавливаешься, она автоматом включает нейтраль. И вот в тот момент, когда ты начинаешь трогаться, вот этот вот момент включения первой передачи происходит с ударом. Что еще могу рассказать про эту машину из того, с чем я столкнулся? Вообще из поломок практически ничего нет, хотя пробег уже 300 тысяч. Но у нее сложная передняя подвеска. Это многорычажка, задняя тоже многорычажка, но передняя на самом деле это головная боль. Во всяком случае, вы можете столкнуться с этой головной болью. Также по комплектации. Именно в данной комплектации это почти топчик для этой модели. Здесь есть ксенон. Здесь есть система ESP, здесь есть навигация, здесь есть так называемый HUD Vision, то есть проекция на лобовое стекло. Правда, проекция достаточно условная и выполнена она в виде отдельного выезжающего экранчика, на который уже и проецируется изображение скорости, ограничения скорости и указаний навигации. Но штука достаточно удобная. Так же, как и практически во всех Peugeot, чтобы не говорили ненавистники Peugeot, в этой машине есть не только круиз-контроль, но и ограничитель скорости. В современных реалиях, когда ты едешь под камерами, это очень удобная штука, которая экономит достаточно большое количество денег. Что еще могу сказать про эту машину? Проще показать. Давайте посмотрим небольшой обзорчик, который я сделал непосредственно на камеру. И да, прошу меня извинить, к сожалению, большая часть материала была отснята непосредственно на вторую камеру, но когда я просматривал его, выяснилось, что камера начала очень сильно дергаться, это камера айфона, и, соответственно, по факту очень много улетело в трубу. Но по максимуму я вам постараюсь отснять и что-нибудь еще про эту машину рассказать, конечно же. Под капотом расположен двигатель объемом 2,2 литра, 204 лошадиные силы. В принципе, компоновка для Peugeot достаточно стандартная. Бачок охлаждающей жидкости, насос гидроусилителя, заливная горловина, незамерзайки, сам двигатель, воздушный фильтр, аккумулятор. В принципе, ничего такого нового здесь нету. Немножко о багажнике. Багажник в ней достаточно большой и вместительный. Кроме этого, можно сложить задние сиденья, и он увеличится в объеме. Давайте посмотрим, как он выглядит в реальности.
Открывается, кстати, он с самой простой кнопки, расположенной в центре цифры 0. Вот такой вот у нас багажничек. Плюс, если мы зайдем в салон, то можно легко и непринужденно откинуть еще и заднее сиденье. Оно полностью складывается. Допустим, относительно недавно, благодаря нему, а если быть более точным, то вчера, я перевозил весь офис в гараж. Мы закрылись, и я его, естественно, что добро пропадать, решил перевезти. Так, давайте посмотрим теперь на салон. Салон в этой машине достаточно большой и достаточно комфортный. Именно в моем автомобиле он перетянут под красную кожу, это эко-кожа, но во всех остальных, как правило, это комбинированный салон. В принципе, он не сказать, что очень практичный, но материалы для отделки использованы качественные. Помещаюсь я, допустим, в него со своими габаритами очень хорошо. Мне комфортно. Здесь у нас есть электрическая регулировка сидений, причем она как у водителя, так и у пассажира. Я сейчас подвинусь и постараюсь показать. Регулировка спинки, естественно, стандартно вверх-вниз. Потом регулировка сиденья по высоте. Причем регулируется не только общая высота сиденья, но можно отдельно поднять только зад или только перед. Вот меня успешно зажимает. Спасите. Кроме этого, есть регулировка поясничного подпора, что, в общем-то, очень приятно в дальних поездках. Место водителя позволяет с комфортом расположиться даже такому здоровому человеку, как я. При этом все находится под рукой. Органы управления достаточно стандартные. Это у нас регулировка света, соответственно, выключен ближний, дальний, автоматические режимы. Здесь управление дворниками. Под рулем расположены два рулевых лепестка, переключение передач, и на руле стандартные кнопки. Панель управления звуком и маленьким экраном, то есть конфигурацией функций. С этой стороны находится панель управления магнитолой, переключатели круиза и ограничители скорости и, соответственно, клавиши выбора скоростных режимов и параметров круиза. На самом деле, для чего вынесли кнопки на переднюю часть руля, я не знаю. Вообще это не очень удобно, потому что я, допустим, как заядлый пежошник, привык уже к тому, что клавиши управления магнитолой находятся с этой стороны руля, с обратной стороны рычажок, а кнопки управления круиз-контролем, джойстик, соответственно, находится здесь. Также у нас здесь расположена небольшая потайная консолька, на которой расположены кнопки управления проекцией, кнопка отключения ESP, кнопка отключения парктроника. Кроме этого, машина оборудована бесключевым доступом и системой старт-стоп, а также электронный ручник присутствует. Перейдем, наверное, на заднее сиденье. Пойдем. Опа! На заднем сиденье этой машины ты чувствуешь себя очень комфортно, и можно сказать, что, конечно же, это не совсем премиум, но полноценный бизнес-класс точно. Над головой, даже при моем росте, а это практически 1,92 м, остается место, и я могу сидеть достаточно комфортно. Места для ног тоже хватает, если подвинуть переднего пассажира. Но, как ни странно, здесь я могу сидеть сам за собой, а это очень многое значит. Также меня не обделили и с климат-контролем. То есть здесь я могу регулировать себе температуру, что, в принципе, для пассажира, сидящего на галерке, как по мне, неплохо. Понятно, что существуют сейчас автомобили, в которых тут есть и подогрев сидений, причем даже бюджетные, и те машины, в которых заднему пассажиру предлагается опция массажа, регулируемое заднее сиденье. Здесь этого всего нет. Но
Зато есть задние шторки, и можно полностью заднюю полусферу, кроме того, что она затонирована, можно ее еще сделать темнее. Собственно, вот такой вот у нас получился сегодня обзор небольшой. Если вам понравилось, жмите нравится и подписывайтесь. Если не понравилось, жмите не нравится и тоже подписывайтесь. Главное, оставайтесь с нами и запомните, мне очень важно ваше мнение. Поэтому, если вы считаете, что нужно что-то добавить, что-то переснять, пишите, я обязательно на это каким-то образом отреагирую. И да, я хочу сказать то, что этот обзор, к сожалению, сегодня не полный. По той причине, что меня подвела вторая камера с достаточно большим количеством отснятого материала по салону, по внутрянке. Плюс сегодня я не отснял, опять же, по этим причинам салон и не рассказал вам про ряд функций, которые в ней есть. Например, не смог показать, как работает система ESP, не смог отснять непосредственно работу системы круиз-контроля и ограничителя скорости, ну и много других нюансов тоже. То есть, естественно, обзор этой машины еще будет, но пока он в таком вот виде. К сожалению, снимаю только на одну камеру на GoPro, поэтому качество видео тоже не самое лучшее. На этом все. Огромной вам всем удачи и пока. И да, естественно, обзор должен отвечать на самый главный вопрос, стоит ли брать эту машину. Вообще стоит. По той причине, что, опять же, если вы любите Peugeot, во-первых, стоит, потому что она надежная. Вот у конкретно этого экземпляра пробег 300 тысяч. В принципе, не делалось практически ничего, во всяком случае мной, я второй владелец. Первым владельцем перекрашивалась морда, потому что скола от камней, делалась подвеска, и, в общем-то, насколько я знаю, на этом все. Что, в общем-то, для машины с таким пробегом это очень достойно. Дизель экономичен. По коробке, кстати, да, имеет смысл после покупки заменить масло. Но вообще однозначно брать. Но если брать Peugeot, то только с дизелем. Не обязательно, чтобы это была GT, возможно, достаточно будет и простого двухлитрового двигателя. Но не стоит брать с двигателем 1.6, потому что, в принципе, сделать можно все. Но я не думаю, что вы хотите получить машину, у которой необходима замена цепи каждые 60 тысяч. На этом все. Теперь окончательно. Огромной вам всем удачи. Спасибо, что смотрели мое видео. И пока.